Совершение хороших поступков часто может иметь волновой эффект. Эта женщина подобрала умирающую собаку на дороге, но она никогда не ожидала, что она когда-нибудь сделает это. Пойдем с нами, чтобы увидеть эту невероятную историю. Брук привыкла работать в офисе каждый день, но она ненавидела каждый его момент. Именно поэтому она искала другую работу, где ей не нужно было все время сидеть в офисе и где ее рабочее время было более гибким. Она хотела больше свободы делать то, что хотела. Именно поэтому она решила сдать экзамен и стать агентом по недвижимости. Она могла бы сама устанавливать свое рабочее время, когда проводит показы и принимает клиентов, и самое приятное было бы то, что она собиралась гулять и разъезжать по городу, и ей не пришлось бы все время торчать в офисе. Это была действительно забавная перемена в ее жизни, и ей это очень понравилось. Она гораздо больше ездила за рулем и проводила часы в своей машине, переезжая с одного места на другое. Это сильно отличалось от того, к чему она привыкла, но это было весело. Она могла бы выпить кофе или даже пойти пообедать с друзьями. В целом, новый образ жизни Брук идеально подходил ей. Но однажды она испытает нечто такое, что шокирует ее и поколеблет ее веру в человечество. Она провела утро, водя новых клиентов по разным объектам недвижимости, и они нашли тот, который им понравился. Они сделали предложение, и все прошло идеально. Брук была в восторге. Это был потрясающий момент, который показал ей, что ее выбор оправдался. Она ехала по одной из самых больших дорог в городе, но ее мысли были далеко отсюда. Она полностью сосредоточилась, когда вдруг что-то странное привлекло ее внимание. Большая желтая собака выбежала на дорогу, и большой внедорожник, ехавший во встречном направлении, сбил ее. Брук была шокирована. Не похоже было, чтобы другая машина даже пыталась нажать на тормоза. Они просто продолжали ехать. Она развернулась так быстро, как только могла сделать это безопасно, и пошла обратно туда, где увидела сбитую собаку. Она съехала на обочину, и бедная собака просто лежала там, на дороге. Сбившая его машина давно уехала. У него сильно текла кровь, и он тихо скулил. Поблизости не было домов, к которым он мог бы принадлежать, поэтому Брук не знала, откуда он взялся, но она знала, что он умирает и что она должна помочь ему. К счастью, дорога была не слишком оживленной, и все просто прошли мимо женщины и собаки с другой стороны. Ей все еще нужно было придумать, что делать. Похоже, это был лабрадор, и он был большой. Она не собиралась просто так поднимать его и сажать в машину в одиночку. У нее в машине было полотенце, потому что позже она собиралась поплавать в спортзале, но она тоже не хотела тащить его на полотенце. Он уже был ранен, и она могла причинить ему гораздо больше боли. К счастью, другой добрый человек решил остановиться. Мужчина вышел, и когда она объяснила, в чем проблема, он помог ей отнести щенка на заднее сиденье ее машины. Его тихие крики были душераздирающими, но Брук была благодарна, когда услышала их. По крайней мере, это означало, что он все еще жив. Они положили его в машину поверх полотенца. Брук тихо заговорила с ним, и когда она погладила его по лицу, он лизнул ее руку. Этот милый жест вызвал слезы на ее глазах. Это показывало, каким милым щенком он был. Ему, должно быть, было ужасно больно, но он все равно был благодарен за помощь. Поблагодарив человека, который им помог, Брук быстро поехала к ближайшему ветеринару. Они помогли ей вытащить собаку, а затем началось ожидание. У него была сломана нога и несколько внутренних повреждений, но Брук не собиралась его отпускать. В этот момент она решила воспользоваться своими сбережениями, чтобы оплатить его счета за ветеринара. Они проверили, но у собаки не было микрочипа, и пока он еще несколько дней находился на попечении ветеринара, Брук размещал листовки и сообщения в группах социальных сетей с его фотографией, но его семья так и не вышла на связь. Они обнаружили, что он был еще молодым псом, ему было всего около года. Он был помесью лабрадора, который еще не был кастрирован. Они изменили и это.
Но после нескольких недель, когда на него никто не претендовал, стало ясно, что у него нет семьи, к которой он мог бы вернуться. Когда пришло время выписывать собаку из больницы, Брук тоже пришло время сделать выбор. Она могла бы позволить ему отправиться в приют или взять его к себе сама. Она навещала его каждый день и даже начала называть его Бисквитом. На самом деле выбора вообще не было. Она уже начала любить эту собаку и знала, что дома ей понадобится больше ухода. При мысли о том, что он лежит в загоне в приюте, ей стало немного дурно. Бисквит шел с ней домой, теперь он был ее собакой. Брук давно хотела завести собаку, но, работая в офисе, она мало бывала дома. Сейчас было идеальное время, и это была идеальная собака. Прежде чем отвезти Бисквита домой, она пошла купить ему большую собачью кровать и накрыла ее перед своей кроватью уютным одеялом. У него все еще были раны, которые нужно было промыть, но, похоже, Бисквит полностью доверял ей. Он позволял ей заботиться о себе и следовал за ней, куда бы она ни пошла. Когда она готовила еду на кухне, он лежал и наблюдал за ней. Когда она смотрела телевизор, он лежал у ее ног, а потом, когда она легла спать, он улегся на собачью подстилку, наблюдая за ней, по крайней мере, первую часть ночи. Посреди ночи Брук почувствовала, что он забирается к ней в постель. Он двигался мягко и осторожно. Она включила прикроватную лампу, но, глядя в его мягкие карие глаза, не смогла догнать его. С тех пор он спал с ней на одной кровати. Раньше, когда она оплачивала его счета за ветеринара, ей пришлось несколько раз сглотнуть, это нанесло огромный ущерб ее сбережениям. Но по мере того, как она узнавала Бисквита и любила его еще больше, она понимала, что он стоит каждого цента. Он наполнял ее дни, и у нее всегда был кто-то рядом. Он дарил ей всю ту безусловную любовь, которую она заслуживала, и она обожала его больше, чем когда-либо могла себе представить. Они подолгу гуляли вместе, и она брала его с собой, куда бы ни пошла. Одним из его любимых моментов было, когда она открывала пассажирскую дверцу своей машины. Тогда он садился внутрь, и они вместе отправлялись в приключения. Они всегда останавливались в своем любимом месте, чтобы выпить пуппучино. Он не возражал против других собак и любил других людей, пока Брук была с ним. Он не боялся никакой ситуации, и ничто его не провоцировало. Для собаки, которая пережила столько же, сколько и он, у него осталось очень мало эмоциональных шрамов. Любовь, которую подарила ему Брук, помогла ему выйти с другой стороны хорошо адаптированным и по-настоящему счастливым. Они стали командой, и это было действительно особенным. Брук подобрала Бисквита, когда он умирал на дороге, и она не знала, что спасает своего будущего лучшего друга. Теперь у них были особые отношения, но она никогда не ожидала, что Бисквит сделает то, что должно было произойти дальше. Однажды вечером Брук приготовила ужин для нескольких друзей, а после того, как они ушли, она просто отдыхала перед телевизором. Но по какой-то причине Бисквит никак не хотел расслабляться. Он продолжал расхаживать перед ней, пытаясь привлечь ее внимание. У Брук сильно разболелась голова, и она просто велела ему помолчать, она засыпала. Но Бисквит продолжал лапать ее. В этот момент у нее закружилась голова, и ее затошнило. Она просто хотела спать, но Бисквит отказался оставить ее в покое. Он лаял и стонал, и даже ущипнул ее чуть сильнее, чтобы привлечь ее внимание. Потрясённая его действиями, Брук заставила себя встать, чтобы проводить его. Она не могла идти прямо, но из-за того, что собака тянула ее за штаны, она, наконец, добралась до двери. Она открыла его, и кислород хлынул в ее организм. Через несколько секунд она поняла, что что-то очень не так, и Бисквит пытался предупредить ее. Оказывается, у ее газовой плиты была неисправность, и газ заливал ее квартиру. Собака, которую она когда-то спасла, теперь спасла ее в ответ.